В этом видео я расскажу о том, за что по правилам может быть упразднен аккаунт на AliExpress. В реальности причиной блокировки аккаунта могут выходить за данные правила, но это другая сторона со своими законами, и по сути мы делаем там покупки на свой страх и риск. Всем привет! Итак, за что по правилам AliExpress могут заблокировать ваш аккаунт? Сразу хочу сказать, что если ваш аккаунт заблокируют, то восстановить его в полном объеме, каким он был до блокировки, будет крайне сложно, а в большинстве случаев невозможно. В лучшем случае вам будет доступен раздел с вашими заказами, в худшем доступ будет полностью ограничен. Первой причиной, о которой мне хотелось бы вам поведать, это манипуляция отзывами о продавце или товаре. Система обратной связи AliExpress позволяет продавцам и покупателям оценивать друг друга после завершения сделки. Нельзя необоснованно завышать или занижать рейтинг продавцов. Нельзя договариваться с продавцами о взаимной простановке рейтинга. Например, вы ему 5 звезд и он вам 5 звезд. Дальше. Нельзя вымогать у продавцов товары или услуги, не предусмотренные в рамках описания к товару. Например, продавец: положи мне подарок, тогда я поставлю тебе 5 звезд. Следующий пункт в некоторых местах очень неоднозначен. Начну с простого. Правило о злоупотреблениями программами защиты покупателей. Если у вас возникла проблема с покупкой, которую вы сделали, вы можете сообщить на AliExpress об этом. Однако они не разрешают покупателям злоупотреблять программами защиты покупателей. Например, открытие спора, когда вы уже получили возмещение. Открытие спора в качестве мести продавцу. Предъявлять ложные претензии продавцу. Необходимо следовать приведенным ниже инструкциям при открытии спора против продавца. Что можно? Первое. Открыть спор после того, как товар не пришел с AliExpress, и вы не можете решить эту проблему с продавцом. Второе. После получения посылки выясняется, что товар не соответствует описанию. Теперь что нельзя? Первое. Утверждать, что товар не получен, если он был получен. Второе. Нельзя заявлять, что товар не соответствует описанию, в то время как он соответствует описанию. Третье. Нельзя открывать спор, если вы уже получили возмещение. Четвертое. Нельзя использовать спор как форму возмездия. Пятое. Нельзя угрожать продавцу в открытии спора, если товар пришел в соответствии с описанием, чтобы получить скидку или дополнительный товар. Теперь необходимо остановиться на очень неконкретном определении одного из пунктов, за что могут частично или полностью упразднить аккаунт на AliExpress. Звучит это как чрезмерное открытие дел в рамках защиты покупателя на AliExpress. Что же это означает? Получается, что вы открыли несколько споров и ваш аккаунт могут заблокировать? Или существует какая-то конкретная грань? В моих видео неоднократно показывалось, что я вел сразу несколько споров, и я понимал, что я хожу на грани блокировки, но где именно эта грань, неизвестно. За ответом я обратился в службу поддержки AliExpress. Сейчас вы сами увидите переписку со службой поддержки. А после этого я расскажу о других причинах, по которым могут упразднить ваш аккаунт на AliExpress. Вопрос звучал так. В правилах AliExpress для покупателей есть одно из условий, по которому могут заблокировать аккаунт. A pattern of excessive opening of buyer protection cases. Правильно ли я понимаю, что при частом или большом количестве открытий споров на AliExpress могут заблокировать аккаунт? Консультант со стороны AliExpress взял минуту, которую сейчас промотаю.
Далее он написал, что если споры открываются с корректными причинами, то аккаунту ничего не угрожает и все будет в порядке. Я задаю вопрос, то есть ограничений в количестве открытых споров нет? Ответ. Самое главное — открывать их с действительной причиной. И с вашим аккаунтом все будет хорошо. Сейчас вы увидели официальный ответ службы поддержки на неоднозначную трактовку правил AliExpress. Идем дальше. Аккаунт могут заблокировать за спам. Следующий пункт — это угрозы, ненормативная лексика и ненавистнические высказывания. Как я постоянно говорю, будьте вежливы с продавцами, даже если они выходят за рамки корректного общения. Есть странный пункт в правилах: нельзя покупать товары у продавца с целью увеличить его рейтинг. Неужели они этим занимаются? Дальше. Если вы воспользовались опцией «Купить сейчас», вы должны произвести оплату в течение 20 дней, иначе у вас есть угроза блокировки аккаунта. Так, по пунктам, которые я хотел до вас донести, это все. Теперь о том, как может происходить упразднение вашего аккаунта. Вот что говорится об этом на AliExpress. Убедитесь, что вы соблюдаете эти правила. В противном случае вы можете подвергнуться целому ряду дисциплинарных мер, включая ограничение ваших привилегий покупки и приостановление или прекращение действия вашей учетной записи. Кроме того, если мы приостановим или прекратим действие вашей учетной записи, мы также можем приостановить или прекратить действие любой из всех других учетных записей, которые по нашему собственному усмотрению будут связаны с вами на основе имеющейся у нас информации о соответствующих учетных записях, включая, помимо прочего, регистрационную информацию пользователя, информацию о кредитной карте и компьютерную информацию. Будьте бдительны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока!